История Древнего Египта – одна из самых загадочных страниц человеческой цивилизации, окруженная множеством тайн и интриг. Великие пирамиды Гизы, которые веками воспринимались как вершина инженерного мастерства древних египтян, по сути своей являются не только архитектурными чудесами, но и носителями скрытых знаний, возможно, утерянных или скрытых по разным причинам. Эти монументы вызывают у современного человека восхищение и одновременно вопросы: кто именно и как их построил? Какие технологии и знания были использованы? И почему до наших дней дошли настолько точные и сложные конструкции, которые кажутся недостижимыми для людей той эпохи? Обратимся к классической версии – легенде о фараоне Хуфу, Хеопсе, и о том, как именно, по мнению археологов и историков, было построено самое знаменитое из всех древних сооружений. Согласно археологическим данным и традиционной науке, пирамида Хуфу была возведена примерно в 26-27 веках до нашей эры и считается результатом колоссальных усилий тысяч рабочих и инженеров. Эти люди, по официальным версиям, использовали примитивные инструменты, медные резцы, каменные молотки и деревянные рычаги, и работали под руководством специалистов, тщательно следивших за точностью измерений и правильной ориентацией конструкции. В основе лежит идея о том, что пирамида служила погребальным памятником, символом божественной власти фараона, его переходом в загробную жизнь и вечным царством. Долгие годы эта версия воспринималась как истина, подкрепляемая археологическими находками, многочисленными изображениями и древними текстами. Однако по мере развития науки и появления новых технологий возникли все новые вопросы, которые ставят под сомнение полноту и точность этой картины. Например, археологи так и не нашли письменных свидетельств, явно указывающих на то, что именно Хуфу или его современники руководили строительством пирамиды. Более того, внутри сооружения и вокруг него обнаружены такие особенности, которые сложно объяснить при помощи известных древних технологий. Точные, идеально обработанные каменные блоки, гладкие поверхности, отсутствие следов строительных платформ или временных конструкций. Все это вызывает удивление у специалистов и порождает новые гипотезы о методах древних строителей. Особое внимание привлекает роль Захи Хавасова, одного из самых известных и противоречивых египтологов современности. Он занимался исследованием древних памятников, проводил многочисленные раскопки и исследования, иногда вызывая споры среди коллег. Некоторые обвиняют его в том, что он контролирует доступ к наиболее важным объектам, а также в том, что он пытается блокировать или игнорировать альтернативные гипотезы, которые не укладываются в существующую каноническую картину. Например, есть сведения, что внутри пирамид обнаруживаются скрытые камеры, сложные системы вентиляции и необычные технологические следы, которые не могли быть созданы древними людьми с их уровнем инструментов и знаний. Эти находки вызывают дополнительные вопросы о том, кто и как создавал такие конструкции. Одним из самых удивительных стало обнаружение внутри пирамид сложных систем вентиляции, которые могли служить для регулирования температуры и влажности, а также для скрытого доступа. Внутри были найдены камеры, расположенные в недрах монумента, о существовании которых ранее не было известно. Некоторые исследователи полагают, что эти камеры могли служить для хранения древних знаний или технологий, которые затем были утеряны. Также замечательно, что обработка каменных блоков внутри пирамид происходит с точностью, превосходящей возможности известных древних инструментов. Следы сверления, идеально гладкие поверхности и точные срезы – все это вызывает удивление у современных инженеров и ученых, за которыми остается вопрос, каким образом древние строители достигали таких результатов.
Обнаруженные внутри каменные блоки и камеры вызывают гипотезы о наличии у древних египтян знаний о сверхтехнике, которой мы не располагаем. Например, некоторые предполагают, что у них могли быть технологии электромагнитной или световой обработки материалов, или даже знания о использовании определенных видов энергии. Есть гипотеза о том, что внутри пирамиды могли находиться устройства, способные генерировать или концентрировать энергию, предположения, которые, однако, пока не подтверждены конкретными доказательствами. Эти идеи находят поддержку у некоторых исследователей, полагающих, что древние египтяне обладали знаниями о космических энергиях и могли использовать их для своих целей. Интересно, что внутри пирамид отсутствуют следы сажи, дыма или огня. Это еще один необычный факт, указывающий на то, что строительство таких сооружений не могло быть связано с использованием открытого огня или свечей, как это было принято считать ранее. Если бы строители использовали огонь для обработки камня или освещения, на стенах и потолках должны были остаться черные следы копоти. Но их нет. Это порождает гипотезу о том, что древние обладали передовыми технологиями освещения, вероятно, основанными на световых или электромагнитных принципах, которые современным ученым трудно представить. Возможно, внутри пирамид использовались световые устройства, работающие на принципах, неизвестных нам, или же энергия передавалась по особым каналам, не оставляющим следов. Многие исследователи считают, что пирамиды служили не только погребальными памятниками, но и выполняли более сложные функции. Возможно, были энергетическими центрами, астрономическими обсерваториями или даже порталами для связи с космосом. Расположение в Гизе вызывает гипотезы о связи с звездами, особенно с созвездием Ориона. Роберт Бьювилл, один из сторонников идеи о космической связи, предполагает, что расположение пирамид – это отображение небесных созвездий, что свидетельствует о глубоком знании астрономии и космологии древних. Он указывает, что все три главных пирамиды в Гизе соотносятся с положением созвездий, и что их ориентация и расположение по отношению друг к другу и к звездам соответствуют определенным астрономическим моделям. Транспортировка огромных гранитных блоков – еще одна загадка. Историки и археологи не дают окончательного объяснения, как древние египтяне перемещали массивные камни на расстояние более 1500 метров. Варианты включают использование деревянных саней, специальных каналов, водных путей или даже неизвестных технологий, возможно, основанных на использовании энергии воды или воздуха. Грэм Хэнкок и сторонники теории утраченной цивилизации предполагают, что существовала развитая культура, обладавшая знаниями и технологиями, которые были утеряны или забыты. Возможно, эта цивилизация была разрушена катастрофой, после которой ее знания и достижения были утеряны, а потом уже древние египтяне, как последователи, лишь унаследовали их остатки. Доказательства существования более древней и развитой цивилизации можно найти в других археологических памятниках. Например, храм Оэри в Абидосе показывает высочайшее мастерство обработки камня, превосходящее уровень, который обычно приписывается эпохе пирамид. Гранитные ящики в Серапиуме Саккары отполированы до такой гладкости, что по их качеству можно было бы предположить использование современных технологий. Эти факты подтверждают гипотезу о существовании у древних египтян или их предшественников знаний и технологий, которые были утеряны со временем. Тайна заключается в том, что эти технологии и знания, если они действительно существовали, были утеряны или уничтожены в ходе катастроф или социальных потрясений. Многие ученые считают, что именно эта гипотетическая более древняя цивилизация могла оставить после себя эти архитектурные чудеса, загадочные, точные и невероятные по своим характеристикам сооружения.
Традиционная археология, однако, упорно отвергает или игнорирует такие идеи, потому что они противоречат устоявшейся научной парадигме. В результате многие факты остаются недосказанными или скрытыми. Современные технологии позволяют получать новые сведения о внутренних структурах пирамид и даже находить скрытые камеры или системы вентиляции. Например, в последние годы с помощью радиографических методов, таких как мионная радиография, были обнаружены новые камеры, ранее недоступные для изучения. В 2017 году благодаря этим технологиям было выявлено скрытое пространство над одной из галерей, что может свидетельствовать о существовании еще не раскрытых секретов внутри монумента. Однако эти исследования сталкиваются с сопротивлением со стороны египетских властей и ученых, которые опасаются, что новые сведения могут разрушить устоявшуюся картину истории. В целом, можно сказать, что тайны пирамид продолжают оставаться одной из величайших загадок человеческого прошлого. Время от времени появляются новые гипотезы, новые находки и технологии, которые могут пролить свет на эти древние загадки. Возможно, через несколько десятилетий мы узнаем больше о том, кто и зачем построил эти монументы и какие знания скрыты внутри них на протяжении тысячелетий. Но до сих пор большинство из них остаются загадками, вызывающими восхищение и желание понять больше. История пирамид – это не только история архитектурных достижений, но и одна из великих загадок человечества, которая продолжает вдохновлять и побуждать к исследованиям, напоминая нам о том, что в прошлом есть много тайн, которые еще предстоит разгадать.